Привет! В сегодняшнем видео хочу показать, как можно применить техники стрит-арта в домашних условиях. Основой моего творчества сегодня будет служить такая фоторамка. Так как изначально у нее нет никаких бортиков, края стекла очень хорошо обработаны. И о них можно не бояться порезаться. Но если вы работаете со стеклом первый раз, лучше пройтись по краешкам прозрачным акриловым лаком. Да, самое главное, нужно подготовить шаблон, с помощью которого можно будет творить. У меня была такая картинка с песиком, состоящая из 4 цветов. Эти цвета надо разделить на слои. Мой шаблон выглядит так. Для удобства с ними я сделала такие маркеры прорези, по которым можно будет ориентироваться. Их я рисовала в программе Adobe Illustrator. Моя технология по расписыванию стекла состоит в том, что я рисую с обратной стороны. Поэтому нужно продумывать, какой слой будет идти первым, какой последним. Первым я решила сделать розовый цвет, так как на его фоне нет никаких элементов. Вторым слоем идет мордочка. Это носик, глазки и контур вокруг ротика. Следующий слой – это слой с белым цветом. Он перекрывает первые два слоя. Далее идет самый интересный слой с бронзовой краской. Самый последний слой – это черный. Он перекрывает все изображение. При создании расслоения картинки по возможности избегайте мелких деталей, так как они могут способствовать образованию зазоров. Но даже с ними можно справиться, и я покажу как чуть позже. В будущем хочу сделать подставку для своей работы из деревянного бруска с прорезью посередине, в которой будет вставляться стекло. Макет напечатала и вырезала. Можно вырезать как макетным ножом, так и на плоттере. Самое классное при работе на стекле, что все можно смыть, убрать, стереть. Для работы мне пригодятся следующие материалы. Акриловая краска для стекла 4 цветов. Дополнительно беру краску бронзового цвета. В кадре она появится чуть позже. Она нужна для подложки. Ненужная кисть, губка для нанесения красок, которую я разрежу на 4 части. Фоторамка 15 на 20 сантиметров. Шаблоны. Как можно заметить, я уже проводила эксперименты, но тогда забыла отрисовать носик. Чтобы не запутаться в слоях, подписываю их.
Чтобы рисунок не съехал, закрепляю шаблон скотчем. Движения должны быть прижимающими. Аккуратно прохожу по всему шаблону, придерживая его, чтобы краска не затекла туда, куда не нужно. После каждого цветного слоя делаю белую подложку, чтобы цвет оставался ярким. Самое главное — давать каждому слою хорошо просохнуть. Оранжевую краску разбавила акриловым лаком, поэтому она получилась такой полупрозрачной. Даю просохнуть. Теперь можно нанести бронзовый слой. Там, где остались зазоры между оранжевым цветом и белым, прохожу кистью с краской. Остался последний слой, черный. Теперь оставлю работу на сутки, пусть сохнет. Вспомнила, как интересно работать в этой технике. У меня есть несколько написанных работ, но я еще не придумала, как оформить их. Зато с брошками таких проблем нет. Как-нибудь покажу, как сделать подобную брошь. Получился необыкновенный бронзовый корги, и в будущем я хочу сделать еще кого-нибудь в таком стиле. Если у вас есть идеи, кого бы мне сделать в следующий раз, напишите в комментариях, я обязательно прочитаю, мне очень интересно. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем творческих успехов, до новых встреч!